Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 22 июля, суббота. Начну с неожиданного заявления. Администрация Байдена ожидает, что американские истребители F-16 прибудут в Украину в конце этого года. Неожиданно оно в том, что еще неделю назад министр Кулеба сообщал общественности, что ожидается прибытие этих самолетов в Украину в конце первого квартала следующего года. Как подчеркивают американские аналитики, СМИ, вот такая неожиданность, я бы сказал, поспешка даже со стороны администрации США свидетельствует о понимании срочности решения этого вопроса. Ну, почему быстро вроде так, да? Мне могут возразить, уже столько говорим. Ну, говорим-то долго, но смотрите сами. До сих пор не началось обучение фактически. Вернее, подготовка к нему идет, инфраструктура создается сейчас. Предполагается, что в августе в Дании, возможно, и в Румынии начнут функционировать 2 центра по подготовке российских летчиков, украинских летчиков. Одновременно под эгидой американского производителя F-16 Lockheed Martin в Великобритании начнется обучение украинских пилотов английскому языку. Ну вот и смотрите, значит, если это начнется в августе месяце, а самолеты должны, как сейчас говорят, прибыть в Украину в конце этого года, то на подготовку остается всего ничего. Но лично для меня это вызывает вопросы. Действительно ли, так по большому счету, украинские летчики будут на них летать, во всяком случае, в первые дни, недели, а может быть и месяцы в небе над Украиной? Скорее всего, они будут действительно летать в небе над Украиной, не залетая, в всяком случае, на начальном этапе, воздушное пространство Российской Федерации, хотя бы для того, чтобы прощупать и понять, насколько истребитель 4-го поколения может противостоять системе ПРО, которая, ну, хоть она и не 5-го поколения в Российской Федерации, но тем не менее она начала создаваться значительно позже, чем F-16. Хотя мы все понимаем уже, что в настоящее время железо, то есть сам самолет, начинает работать в полную меру, в рамках всех своих возможностей только тогда, когда он становится частью интегрированной системы целенаведения. О том, что самолеты будут поставлены, практически одновременно заявил представитель по стратегическим коммуникациям Белого дома адмирал Кирби, а также Джейк Салливан, выступая на форуме, на Аспенском форуме по безопасности. Ну, нужно сказать вот что комментируя вот эти все, делая все эти анонсы и обсуждая их, американские аналитики высказывают мнение, что поставка F-16 не является стопроцентной гарантией решения всех проблем. Так же, как и не является, как они говорили, не является гарантией решения всех проблем поставка кассетных боеприпасов, которые начали использоваться в Украине на этой неделе, несколько дней назад. Это понятно, что ни один вид вооружения не может решить всех этих вопросов, но это шаг в правильном направлении, который должен помочь прорвать линию обороны противника, прежде всего на юге Украины, так называемую линию обороны генерала Суровикина. Пытаясь найти для себя ответы на вопрос, каким образом вот эти два вида вооружений, кассетные боеприпасы и F-16 помогут решить эти вопросы, я обратил внимание на следующее. Враг сейчас кричит, что кассетных боеприпасов он не применял на территории Украины и грозится их применить. Это неправда. То есть
Путин, как всегда, лжет, и его представитель из Министерства обороны. Потому что когда Байден принимал решение о поставке этих боеприпасов в Украину, на столе у него лежал доклад американской разведки, согласно которого кассетные боеприпасы были применены, причем неоднократно, орками на территории Украины, причем в колоссальных количествах. То есть по оценкам разведсообщества Соединенных Штатов Америки на территории Украины сейчас разбросано до 70 миллионов вот этих маленьких бомбочек, как они их называют, которые находятся внутри кассетных боезарядов. 70 миллионов не разорвавшихся. Это все то, что придется разминировать после окончания войны, после победы. То есть колоссальная цифра, учитывая, что число вот этих не разорвавшихся бомбочек в российском арсенале, они колеблются от 30 до 40%. То есть если взять боезаряд, все эти бомбочки в одном боезаряде за 100, то 30 или 40 из них не взрывается, то есть, понимаете, коэффициент, тем самым уменьшая поражающие возможности этого боезаряда, но затем возникает головная боль, что с ними делать, то есть их надо разминировать, иначе велика вероятность, что от этого пострадает мирное население когда-либо. Вот, то есть даже если сейчас, как Мордор грозится, они начнут в открытую, теперь уже в открытую применять кассетные боеприпасы, надо понимать, что КПД, эффективность американских кассетных боеприпасов гораздо выше. В них количество не разорвавшихся этих бомбочек составляет 2,37%. То есть практически 96%, вернее 97% выполняет свою миссию, нанося удар по живой силе врага. В то время, когда, значит, у врага это реально поражающее КПД составляет где-то 90, составляет 60-70%. Следующее. F-16. F-16, я очень надеюсь, что они станут, и скорее всего так и будет, они станут частью интегрированной системы искусственного интеллекта. Я вот собирал в последнее время информацию по этому и открыл себе много нового и неожиданного. Оказывается, война в Украине является первой войной в истории человечества, в ходе которого был самым активным образом применен искусственный интеллект. И прежде всего украинской стороной. На Украину работают не менее 5 крупнейших компаний Соединенных Штатов, которые занимаются искусственным интеллектом. И он применяется на тактическом и на стратегическом уровне, в следующих областях прежде всего. То есть эти компании на тактическом уровне собирают массу информации, которую не под силу собрать, вернее, под силу собрать большой группе людей, но проанализировать не подсильно, потому что тысячи людей не могут участвовать в обработке этого материала для того, чтобы принимать мгновенные решения. Что делается? Собирается информация, снимки из спутников, из дронов, затем информация из соцсетей, фотографии из соцсетей, данные радиоэлектронных перехватов. Все это поступает в обработку искусственного интеллекта и определяется цель. Затем эта цель, как сообщают в американских источниках, цель имеется в виду танки, другая бронетехника, скопление живой силы. Затем это поступает на командный пункт. Оттуда идет указание для украинской артиллерии и бронетехники и авиации. И они наносят удар. И это может проделаться практически в реальном времени. И вот я надеюсь, что F-16 в полной мере станет частью этой интегрированной системы, что значительно повысит его эффективность. Кроме того, искусственный интеллект в Украине применяется для распознавания лиц военнослужащих врага. Это те, которые погибли, для того, чтобы вести подсчет, сколько их там погибло на полях сражений в Украине.
затем выявить преступников военных с тем, чтобы потом, значит, предать их положенному наказанию. Для этого, опять-таки, берется всевозможные фотографии, в том числе, и, может быть, больше всего, из соцсетей, и потом происходит их опознание при помощи системы Clearview, американская система. Ну и, наконец, вот нечто подобное происходит на стратегическом уровне, когда определяется, где производится концентрация крупных сил врага, с тем, чтобы осуществить какую-то крупную операцию или вторжение. Еще одна сфера, где где очень эффективно применялся искусственный интеллект украинской стороной, это кибервойна, радиоэлектронная борьба, шифрование. То есть это борьба в области кибербезопасности. По оценкам компании Microsoft, которая является одним из лидеров в этой области, украинской стороне, вооруженным силам Украины, а также другим подразделениям, которые помогают им в этой области, удалось добиться огромных успехов в борьбе с российскими хакерами и другими интернет-гангстерами. Большое значение в этом смысле имел мгновенная практически обработка тех угроз, которые шли со стороны Мордора. Затем очень быстрая подготовка контрмер борьбы вот с этими угрозами и меры контрнаступления, а затем максимально быстрое распространение софта, который, значит, помогает вот в борьбе с конкретными атаками россиян. Практически мгновенно их распространение по сетям среди украинских пользователей. То же самое касается шифрования. Ну и надо полагать, что в дальнейшем это все вот использование искусственного интеллекта, я бы сказал, оно напоминает как бы снежный ком, который вот нарастает буквально на глазах. Это первые шаги, я повторяю, это первая война, когда широко применяется, значит, искусственный интеллект, и его возможности раскрываются буквально не то что по дням, а буквально по часам. Сегодня я хотел бы также обратить ваше внимание на очень больной, острый вопрос, который не так часто обсуждается, но его необходимо решать, потому что от него зависит настоящее миллионов украинцев, а также будущее и этих украинцев, этих миллионов, а также будущее Украины. Это проблема беженцев. На эту тему недавно вышло очень серьезное исследование корпорации RAND, которую вы все знаете. Она знаменита по всему миру и очень влиятельная и авторитетная. Что показывают ее данные? Согласно докладу, с февраля 2022 года в виде беженцев Украину покинуло примерно 6,3 миллиона человек. По данным RAND, это составляет примерно 15% украинского населения. Это огромная цифра, просто огромная. Большинство из них переместилось в страны Европы. С 2014 года, вернее, после 2014 года и до февраля 2022 года Украину покинуло 2,6 миллиона человек. Таким образом, в общей сложности 8,9, практически 9% населения – это убыль, те, которые, значит, уехали. Это поднимает много проблем, что делать и как поступить по-умному. В этом смысле необходимо решить две задачи. Первая задача – это сделать нормальную жизнь этих уехавших в странах их пребывания, а затем сделать максимально полезное их возвращение когда-то на родину. Как показывает практика, вот согласно оценкам RAND Corporation,
согласно тем исследованиям, которые они провели с 1980 года. После вот такого массового исхода обратно возвращается в страны, на родину около 1/3 беженцев. 2/3 остаются там, куда они бежали. Но, опять-таки, это касается таких беженцев из таких стран, как так называемых развивающихся стран, в частности, Сирия и других государств Ближнего Востока. Это совсем разная категория беженцев по сравнению с украинцами. Итак, значит, чтобы решить проблему их пребывания. Это уникальная, украинцы – это уникальная категория беженцев, потому что среди них людей с высшим образованием 69%. Почти 70% – это колоссальная цифра, имея в виду, что во всей Украине людей с высшим образованием, имеется в виду, это рабочие силы, взрослые люди, работоспособные, их примерно 29%. 29%, а из тех, кто уехал, практически 70% – это высшее образование. В самих странах Евросоюза среди рабочей силы людей с высшим образованием составляет 33%. То есть людей высокой квалификации, с высшим образованием среди приехавших украинцев в 2 раза больше, чем местных работников там разных сфер, разного уровня. С одной стороны, это открывает колоссальные возможности для Евросоюза, для эффективного использования этих людей. Ну, во-первых, необходимо, чтобы обеспечить им комфортные условия проживания. А самое главное, с практической точки зрения, нужно обеспечить не утечку мозгов, то есть люди уехали из Украины, мозги Украины уехали, и все, это удар по-настоящему, и удар может быть по будущему Украины. А можно обеспечить циркуляцию мозгов, когда люди уехали, нашли здесь работу, совершенствовали свою квалификацию, получили новые знания и новое ноу-хау, потом вернулись домой и внесли огромный вклад в восстановление своей страны с тем, чтобы поднять ее еще на более высокий уровень. Кстати сказать, в политическом плане вот такая циркуляция может играть очень большую роль. В целом, возвращение обычно, согласно Rand Corporation, происходит после десятилетнего перерыва. То есть люди уехали, 10 лет побыли в эмиграции и потом вернулись обратно. Это большой опыт жизненный, в том числе в политическом плане. Это люди будут жить в условиях западного общества, западных этических норм, в том числе политических. Люди, которые будут жить вне коррупции, вне системы коррупции. Как мы знаем, Моисей в свое время 40 лет водил евреев, пока все, кто из них, кто побывал в египетском рабстве, не вымерли. 10 лет – это не 40 лет, но тем не менее. Люди получат большой опыт жизненный, узнают, как функционирует нормальная европейская система. И они вернутся обратно. И есть такая надежда, есть такая мысль, что они поспособствуют, внесут большой вклад в поствоенное восстановление своей страны. Значит, что нужно делать для того, чтобы обеспечить этим иммигрантам в Европе нормальную работу, чтобы полностью их потенциал был задействован? А государства Евросоюза, они должны быть, и они заинтересованы в этом. Во-первых, потому что высочайший уровень образования, во-вторых, потому что во многих странах Европы наблюдается острая потребность рабочей силы. Под рабочей силой я имею в виду не только их рабочих, я имею в виду в широком смысле слова занятость, скажем так, занятость и так далее. До сих пор, вот по настоящий момент, из тех, которые уехали после февраля 2022 года, полную рабочую неделю работает всего 20% украинцев. Это мало считается. Еще 12 работают, это part-time, не полная работа, не полная рабочая, а частичные. Опять-таки это мало, и нужно стремиться к большему. Что нужно сделать? Во-первых, нужно обеспечить признание дипломов о высшем образовании, различных сертификатов, которые люди получили в Украине, нужно
добиться их признания. С этого все начинается. Я не знаю, как сейчас обстоит дело во всех странах ЕС. Наверное, есть такие страны, где они уже признаются. Наверное, есть такие страны, где такие дипломы и сертификаты пока не признаются, иначе бы Rand Corporation не писал об этой проблеме. Но это нужно добиваться. В Соединенных Штатах существует много лет уже система признания, оценки, признания дипломов, полученных еще в Советском Союзе. Причем интересно, получается, когда показываешь им диплом, причем не сам диплом, а там, где все, что ты, курсы, которые ты прослушал, дисциплины, сколько часов там и так далее. И потом они выдают свою оценку по сравнению с американским дипломом. Оказывается, что советский диплом существенно имеет более существенный вес, как тот же самый американский. Так вот, значит, необходимо добиться признания. Кто этим должен заниматься? Вот этим должны заниматься посольства. Надо будировать эти страны. Это серьезный вопрос. Консульство, посольство, послы. Во-первых, централизованно в Брюсселе, затем в каждой конкретной стране пребывания. Тоже этим надо заниматься. Повторяю, это вопрос не то, что это подарок украинским иммигрантам. Это нужно, Rand Corporation пишет, ссылаясь на данные Евросоюза. Это очень нужно для развития своей европейской экономики. Просто нужно сконцентрировать усилия в этой области. Затем, добившись признания этих дипломов, а может быть и совершив переквалификацию. Я вот смотрю, среди моих знакомых есть люди здесь, которые певица, актриса, приехав сюда, жизнь такая, в Голливуде надо время для того, чтобы попасть в профессию. Но тем временем нужно жить, нужно содержать семью. Человек пошел, получил соответствующую квалификацию и работает в качестве nurse. Nurse – это приличная работа. Это не то, это переводится как медсестра, но это не медсестра, это что-то между медсестрой и доктором в Соединенных Штатах Америки. И зарплата здесь от 100 тысяч и выше, в зависимости от того, где ты работаешь, какую функцию выполняешь. Я уже не говорю про IT. Короче говоря, или признание дипломов, или переквалификация. Затем нужно, опять-таки, это дипломаты должны, украинские представительства должны тоже этим заниматься, вместе с соответствующими структурами ЕС. У разных стран ЕС и разных сферах экономики разные потребности. Допустим, значит, вот такие страны, как Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Словения – это вот 5 стран, по данным ЕС, которые очень нуждаются в дополнительной работе и рабочей силе. Вот, видимо, туда и есть смысл со временем переезжать или переводить украинских иммигрантов с помощью соответствующих служб Евросоюза. То же самое касается различных отраслей экономики. Одна больше требует рабочей силы, дополнительной рабочей силы, другая меньше. Короче говоря, работа здесь непочатый край. Но это очень важный аспект работы, и не надо ждать, что этим будет заниматься Евросоюз. Этим должно заниматься украинское правительство, прежде всего украинская власть, потому что по данным той же Rand Corporation, из-за войны, из-за гибели людей там, из-за массового оттока мигрантов, снижение рождаемости, которое произойдет вследствие этой войны, высокая смертность, сюда же. Предполагается, что с 22 по 52 год, то есть за следующие 30 лет, убыль населения в Украине составит 20-31%. То есть чуть ли не на треть сократится население Украины. Это да, это почти геноцид, по большому счету. Я, кстати, когда началась эта иммиграция, в одном из первых своих видео я назвал это то, что делает Мордор, помимо всего прочего, в ходе этой войны. Это, по большому счету, геноцид, это уничтожение украинской нации. Этому нужно сопротивляться. И
Вот Rand Corporation делает конкретные рекомендации, и я думаю, украинское правительство при помощи украинских посольств в соответствующих странах Евросоюза должно активно заняться этим делом. Следующее. Примерно из вот этих 6,3 миллионов где-то 2 миллиона – это украинцы в возрасте до 18 лет. То есть это дети, в значительной степени это дети. Возникает проблема школ, проблема образования. И вот здесь нужно избежать участи, которую постигла эмигрантов из стран Ближнего Востока и в частности, Сирии. Там получилось вот что. Значит, старшее поколение, отцы и матери, приехав туда, не трудоустроились, всякого образования, они сели на социальное пособие. И так они и просуществовали. То есть это фактически потерянное поколение. Их дети, по сути дела, не учились в школе, не получили никакого образования, и таким образом они потом закончили школу и тоже сели на соцобеспечение местное. Таким образом, старшее поколение потерянное, младшее поколение, дети потерянные, и, может быть, только дети этих детей станут нормальными членами общества в тех странах, куда они попали. Вот в такой ситуации, как пишет Rand Corporation, необходимо избежать, сделать все, чтобы она не постигла украинских беженцев, учитывая, опять-таки, на порядок более высокий интеллектуальный уровень этих людей. В настоящее время, по оценкам ЮНИСЕФ, в школу ходит, примерно 1/3, от 20 до 30% детей украинских беженцев. Это еще усугубляется тем, что часть из них занимается учебой по интернету. Подчеркивается, что учеба по интернету никоим образом не заменяет нормальную стационарную учебу в нормальной школе. Я могу сказать из собственного опыта, я вот на своих, совсем близко видел, когда здесь был ковид, он застал, в частности, школьников старших классов, которые 2 последних года, где, наоборот, нужно активизировать свои усилия, чтобы поступить в колледж. Так вот эти ученики старших классов, которым осталось 2 года, они фактически стали потерянным поколением, потому что они вылетели просто. Они занимались каждый день якобы по интернету, но это не то образование. Надо идти в школы. Школы у них есть в школах, во всяком случае, в Соединенных Штатах Америки. Если нет в странах пребывания, надо добиваться этого, опять-таки, при помощи усилий, в том числе украинских посольств. В Америке есть программа для детей-иностранцев обучения английского как второго языка. Нечто подобное должно существовать в Европе. Если нет, предлагается создавать классы специальные, куда приглашать можно учителей украинцев из числа мигрантов, или даже давать рабочие визы и приглашать из Украины профессиональных учителей, носителей украинского языка, которые позволят влиться детям, не знающим местный язык, влиться в учебный процесс. Тоже очень важный вопрос, который должен решаться. По большому счету, я вам так скажу. Вот как это практически можно сделать? Я бы, если бы это от меня зависело, и я был бы наделен соответствующими полномочиями, наверное, этим должно заниматься какое-то министерство, связанное с образованием в Украине. Нужно взять этот доклад, связаться с Rand Corporation и вместе с Rand Corporation обсудить, каким образом имплементировать все их рекомендации в рамках Евросоюза. И вместе с ними получить на это какой-нибудь грант. А он обязательно должен быть. Если нет, то, я думаю, без проблем его можно выбить из Евросоюза. Нужно имплементировать вот эту программу с тем, чтобы те люди старшего поколения, или взрослые люди, не потеряли свою квалификацию, чтобы не было атрофии
их интеллектуальных, профессиональных способностей, чтобы они помогли, внесли положительный вклад сейчас в развитие общества ЕС, тем самым они бы выбили табуретку из-под ног российской пропаганды о том, что в Европе растет усталость от украинских иммигрантов, которых нужно кормить, содержать. Украинские иммигранты, их не нужно кормить, они сами себя прокормят, они еще поднимут местную экономику на более высокий уровень. Ну и то же самое с их детьми. Я смотрю, как здесь обучаются дети эмигрантов Соединенных Штатов Америки. На первых местах здесь проводятся, даже в обычных школах, выявляются таланты, как можно на более ранних ступенях или ступенях в разных сферах, в естественных науках, в математике, там, гуманитарных науках и так далее. И вот на этих всех олимпиадах на первых местах кто? Иммигранты, китайцы и выходцы из бывшего Советского Союза. Я уверен, что украинские школьники в странах Евросоюза будут одними из первых. Нужно просто этим делом заниматься. Для этого нужно иметь стратегическое видение проблемы. Я имею в виду в Киеве. Вот Grand Corporation, они видят эту проблему. И это проблема и настоящего момента, и это проблема будущего Украины. То ли Украина потеряет этих людей, то ли эти люди, повысив свои квалификации, вернутся обратно и поспособствуют строительству или возрождению европейского процветающего государства. Ну и вкратце я вам расскажу о новой проблеме, которую некоторые аналитики в Соединенных Штатах открыли. Она не новая, но рассмотрена в неожиданном ракурсе. Китай готовится к войне. Мы столько раз об этом слышали, но вот аргумент и ход мысли совершенно необычен. Оказывается, сейчас в Китае совершается нечто подобное маоистской программе большого скачка, когда, начиная, по-моему, с 1958 года, Компартия Китая обязала каждую китайскую семью, прежде всего крестьян, у себя дома, на огороде или во дворе сделать маленькую доменную печь и выплавлять там сталь, переплавлять свои кастрюли, сковородки, вилки с ложками и так далее. Ну и говорили, вам это уже не надо будет, это утварь, потому что мы вас будем кормить в хороших столовых здоровой пищей. Ну и таким образом крестьяне вместо того, чтобы выращивать урожай, они занимались этим безумием, и это привело к гибели от голода миллионы людей, просто миллионы. Сейчас делается нечто подобное. Сейчас речь идет о необходимости массовой вырубки деревьев в Китае. Почему возникла такая проблема? Потому что в Китае острая нехватка орошаемых земель, пригодных для выращивания зерновых. Вообще, по большому счету, Китай не испытывает сейчас никакой особой проблемы в зерновых, потому что риса и других зерновых, бобовых и так далее, которые любят китайцы употреблять в еду, производится достаточно. А зерновых для кормления скота крупного, мелкого, а также птицы домашней в огромном количестве ввозится в Китай из-за рубежа. Прежде всего Канада, Америка, Бразилия, Аргентина. В прошлом году 120 миллионов тонн. Все нормально, никаких проблем. Но товарищ Си Цзиньпин сказал, что нам нужны дополнительные орошаемые земли, а для этого их неоткуда больше взять, кроме как вырубая деревья. Причем деревья это непростые. В 1998 году в Китае произошло страшное наводнение, в результате которого смыло порядка 13 миллионов домов, наверное, это были маленькие крестьянские дома. Затем погибли тысячи людей. Ну и главным образом смыло что? Смыли деревья. И тогда китайцы, то есть Компартия Китая постановила, что каждый китаец должен посадить
и назначили, какое количество деревьев. И вручную китайцы в течение 10 лет эти деревья сажали. Сажали прежде всего на склонах гор. Больше их сажать там в Китае негде. Ну, насажали где-то на равнинах, где-то возможно было и так далее. И количество озелененной, так сказать, территории за 10 лет увеличилось где-то с 12%, 12,5% до 20%. Китай стал зеленой, красивой такой страной. Воздух так очистился, все хорошо, замечательно. И вдруг новое указание. Значит, надо расширять количество орошаемой земли. Для этого эти территории надо, деревья надо рубить. Причем делается это по-китайски, как в коммунистическом режиме. Приезжает руководитель местной партии вместе с активистами и дают указания. Вот это все вырубить, вот здесь, туда-сюда. Более того, значит, для того, чтобы освободить территорию, начинает бороться и с хозяйствами, в которых выращиваются животные домашние, свиньи, птица, утки. Свиньи и утки – это та пища, то есть это то мясо, которое очень любят китайцы, традиционное блюдо у них, лично я очень люблю утку по-пекински. Так вот, значит, забивают этих свиней, заставляют резать, забивают чуть ли не палками этих уток, и все надо орошаемая земля. Зачем? И вот некоторые американские аналитики пришли к выводу, что это подготовка к войне. Потому что если начинается серьезная война, то импорт из Канады, Соединенных Штатов, Бразилии, Аргентины заканчивается, и все. И взять неоткуда, поскольку нет орошаемых земель. То есть, если Китай планирует мирный путь развития, а китайцы, как известно, производят большое количество технических изделий, ну вообще промышленной продукции, за которой им поступает огромное количество денег, на которые они могут купить любое продовольствие в мире. То есть, если они планируют мирное развитие, то им эта орошаемая земля совершенно не надо. Но вот если они планируют войну стратегическую, тогда уже деваться некуда. И тогда нужно идти на вот эти идиотские меры, рубку тех деревьев, миллиардов, а их, говорят, насадили за 10 лет с 90 по там 2000 с чем-то, чуть ли не 90 миллиардов. Так вот надо все это вырубить, по пути забив огромное количество уток и зарезав огромное количество свиней. Дальше, значит, если мы говорим о войне, опять-таки, согласно ходу мысли некоторых аналитиков, но если Китаю очень хочется присоединить Тайвань, можно же нормально себя вести по отношению к Гонконгу и показать тайваньцам, что схема, значит, одна страна и две системы успешно работают, и все довольны. Это если бы центральная власть в Пекине вела себя нормально и не кошмарила народ Гонконга. И тогда, значит, можно было бы присоединить Тайвань спокойно и без фанатизма, без надрыва. Но поскольку они этого не делают, наоборот, все идет к конфронтации, крик, шум, угрозы и так далее, сделается вывод, что они не собираются делать это мирным путем, что они именно военным путем хотят это сделать. И понимая, что если они собираются это делать, то, значит, война с Соединенными Штатами, а возможно и НАТО, неизбежна. В военном плане, по оценкам, опять-таки, американских аналитиков, дела в Поднебесной нехти. То есть по тоннажу, допустим, военных судов они занимают, вернее, не по тоннажу, а по количеству, они занимают уже первое место в мире. Но по тоннажу они значительно уступают американцам. Более того, значит, у них военно-морские силы новые, существуют относительно недавно, никакого опыта введения боевых действий, тем более успешного опыта современного у них нет. Вот поэтому они проводят маневры вместе с российским флотом, который тоже, Россия никогда не славилась эффективным военно-морским флотом, кроме подводным. Но китайцы
До сих пор они делали акцент на надводные корабли, в отличие от Российской Федерации. То есть тут как-то так Россия небольшой помощник в этом деле. Что касается военно-воздушных сил, там тоже вроде бы есть уже истребители 5-го поколения у китайцев, но двигатели у них это в основном российские двигатели от истребителей Сухого. Что, в общем-то, вроде они 5-го поколения, говорят, самолеты, а двигатели от самолетов 4-го поколения. Они объявляют, что у них самолеты стелс, но на самом деле никакой это не стелс. То есть опять вот так по количеству вроде там наштамповали, по качеству не то. Ну и вот тут как же так? Вот с одной стороны вроде готовятся к войне, с другой стороны вроде силенок-то маловато. С третьей стороны, товарищ Си Цзиньпин последние май, июнь, июль все время бубнит, что нам нужно быть готовым обращаться к вооруженным силам, чтобы встретить бурю любого натиска, чтобы преодолеть любые невзгоды. То есть употребляет чисто китайские формулировки, которые обычно обозначают большую, сильную, кровавую войну. И тут вот один из аналитиков, достаточно известный по фамилии Лутвак, человек, который консультировал в свое время еще администрацию Рейгана. Ну, он, я вам скажу так, он написал несколько бестселлеров в области стратегии. После одного из этих бестселлеров его взяли в администрацию Рейгана, но не бесспорный, скажем так. Он такой флеш, такой яркий, знаете, он любит выдавать экстраординарные мысли. Но, тем не менее, значит, выдвинул такую мысль. Вот суммировав вот эти три все фактора, он говорит, не напоминает ли это то, что сделал Муссолини, который значит, решил, что его итальянцы – это потомки славных римлян, не понимая, что итальянцы в 20 веке и Древний Рим – это совершенно разные вещи. И Муссолини решил заставить итальянцев стать великими воинами. За это он влез в Абиссинию, хотя что там в этой пустыне было для Италии. Но ему надо было возродить Римскую империю, вот таким образом он решил сделать. Поэтому так и сделал так предположение. А не является ли Си Цзиньпин своего рода китайским аналогом Муссолини? И китайский народ, он традиционно никогда не был воинственным, он никогда не был агрессором, он не шибко-то и сопротивлялся. Он всю свою жизнь, всю свою историю был под кем-то. Там тюркские племена, монгольские племена, затем белые пришли, это европейные, всевозможные эти самые там опиумные войны. Затем нагрянула Япония, и везде вот китайцы были подавлены. Как-то они были люди вроде бы не совсем полноценные в этом плане. А тут вроде экономика такая, страна на первое место скоро выйдет в экономической области, а слабаки в военной области. И вот не зародилась ли у товарища Си шальная идея в голове о том, что давайте станем не только могущественной экономической державой, но и крупнейшей военной державой. Пусть теперь китайцев впервые в их истории все боятся. Ну вот, такие новости на сегодняшний день, господа. С большим нетерпением ожидаю успехов и прорыва на фронтах в Украине, на линии соприкосновения, как сейчас модно говорить, с помощью кассетных боеприпасов, затем с истребителями F-16, ну и более активным и эффективным использованием искусственного интеллекта. В предыдущем видео мы с вами говорили о том, что по оценкам натовцев огромное преимущество украинцев по сравнению с орками является в том, что они быстро и эффективно адаптируются к новым условиям на поле боя. А это самое главное в современной войне. Так что есть и основания полагать, что мощный ветер опять подует вновь и будет дуть в наши паруса. И в этой связи, как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам, враг будет разбит, победа, безусловно, будет за нами, Мордор будет уничтожен, когда этого был разбит Карфаген. А вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой, неуклонной веры в нашей победе. До новых
скорой встречи.